Привет всем! Снова с вами с грядки на стол и я, Евгений Качарин. Ну что, раннее утро, и я решил поделиться с вами рецептом одного из моих любимых в последнее время завтраков. Это традиционное блюдо израильской и средиземноморской кухни – шакшука. Знаете, для меня шакшука стала открытием буквально полгода назад. Вообще не понимаю, как она прошла мимо меня. И с недавних пор шакшука – одно из любимых блюд у меня на столе, в моей семье. Завтрак очень вкусный, сытный и полный пряности, вот то, что мы как раз любим. И что самое главное, многие продукты как раз с грядки. Вот я сделал такие заготовки: помидорчики, перец и заморозил. Теперь у меня в холодильнике полно таких пакетов с надписью «шакшука». А что такое шакшука? Шакшука – это практически традиционная наша яичница с помидорами, но с таким восточным флером. Одни из основных ингредиентов – это сладкий перец и помидоры, а также лук, чеснок и специи. Ну, а остальное все как у каждого хозяйки, у каждого хозяина, может быть что угодно. Говорят, что здорово добавлять в шакшуку соус, который остался со вчерашнего дня от рыбы или от мяса, томатный соус. Тогда шакшука вообще получается замечательная. Ну, спор о шакшуке, как правильно ее делать, ведутся давно. Это, наверное, как и о борще. Я вам покажу рецепт, который вот я делаю в последнее время, который мне нравится, который нравится всем моим домашним. А вы можете поделиться ниже в комментариях, как вы делаете шакшуку и какой у вас любимый рецепт. Ну что ж, поехали. У нас идут на шакшуку помидоры, перец, лук, чеснок, ну, понятно, яйца. Ну, и у меня вот такая вот заготовочка. На 2 порции шакшуки у нас пойдет 2 таких крупных помидора, 1 перец, пол луковицы и 2 чеснока. Либо вот у меня такая заготовка. Но прежде чем мы начнем готовить, необходимо приготовить специи. У меня здесь куркума, кориандр, паприка и зира или кумин. Я ее растру, чтобы было более ароматно. Сразу запах такой восточный. Так, специи смешиваем. Давайте нарежем лук. Лук режем достаточно мелко. Вы знаете, я видел много рецептов шакшуки. Во многих говорится, что лук обжаривается на масле, а потом добавляются другие ингредиенты. Но вот я нашел для себя такой интересный совет, что правильные израильские повара никогда не обжаривают лук, который используется с помидорами в соусе. Помидоры любят свежий лук. И я вот попробовал так сделать, и действительно здорово. То есть мы кидаем лук на сковородку и сразу добавляем все остальные ингредиенты. Что ж, в принципе, у нас все готово. Переходим к сковороде. Итак, берем хорошее оливковое масло, добавляем на сковороду разогретую. Вот так, от души, честно говоря. Оливковое масло не испортит шакшуку. И масло разогрелось, пахнуть стало классно. Добавляем чеснок. Ненадолго, чтобы он пустил только свой запах. Главное, чтобы он не сгорел. И сюда же бросаем специи, буквально на 10 секунд, чтобы они отдали свой аромат. Так, теперь добавляем туда лук. Помните, мы его не жарим, только перемешиваем. И сразу же я добавляю туда свою замороженную, такую универсальную классную смесь помидоров с перцем. Чтобы приготовить правильную шакшуку, нужно протушить эту смесь, не меньше получаса, для того, чтобы консистенция была такая густая, соусоподобная. Поэтому наберитесь немножко терпения. Также я туда добавлю черного перца.
и столовую ложку томатного соуса. Он добавит дополнительной сладости, остроты. Вы можете использовать любимый свой томатный соус, либо томатную пасту, что вам больше нравится. Так, сюда же добавляем соли по вкусу. И можно положить немножко сахара, буквально пол чайной ложки. Так, а теперь это мы накрываем и набираемся терпения. Ждем полчаса, периодически помешивая, чтобы у нас эта смесь превратилась в замечательный соус. Итак, соус замечательный, густой, готов. Если у вас будет мало жидкости в процессе приготовления соуса, не бойтесь, можете добавить немножко воды, чтобы овощи лучше протушились. Лишняя вода все равно выпарится. Яйца в шакшуке не должны жариться, они должны тушиться. Поэтому мы ставим плиту на минимум, там, на двоечку, на единичку, у кого как. И вбиваю туда яйца. У меня на 2 человек я использую 4 яйца. Белок перемешаю с соусом. Самое главное, чтобы вы не нарушили целостность желтка. Правильная шакшука должна быть с таким жидковатым желтком, поэтому главное не переготовить. Так, я немножко посолю и накрываем крышкой. Ждем. Итак, шакшука готова. Я надеюсь, я ее не передержал, потому что выглядит, по-моему, замечательно. Обычно шакшука подается прямо так в сковородке. Ты вымакиваешь свежим, теплым хлебом весь этот соус с желтком. Вкусно. Но я буду давать ее порционно, поэтому я сейчас ее разложу по тарелкам. И последний штрих. Посыпаем зеленью. У меня кинза. Вы знаете, я кинзу не любил, а вот в последнее время, уже несколько лет как, я ее обожаю, потому что она добавляет такой вот азиатскости, восточности, в зависимости от того, с чем вы ее используете. Но если вы не любите категорически кинзу, вы можете использовать петрушку. Все, наша шакшука готова. У меня уже слюнки текут. Это очень вкусно и достаточно просто. Но надо быстро ставить его на стол и звать домашних, потому что желток может приготовиться по ходу. Поэтому сделайте команду своим домашним «Шакшука!» и чтобы все сидели уже за столом, когда вы поставите это блюдо на стол. Приятного аппетита вам! Это очень вкусно. И до новых встреч!